Я человек без детства, я большую свою часть жизни грущу. Похоже на то, что ты познакомилась уже с собой. У меня случилась авария очень сильная, как я выжила, вообще непонятно. Мне кажется, что вот это вот все для того, чтобы я написала пару классных книг. Как ты вообще относишься вот к своей вот этой внешности? В какой-то момент мужчины так сходили по мне с ума, мне начало становиться уже плохо. Я даже решилась на то, чтобы уменьшить грудь. Что значит для тебя любовь? Я не боюсь уходить. Хочу все-таки испытать счастье материнства, стать мамой. Не каждый человек может обладать таким ярким бриллиантом, как я. Я адекватно яркий бриллиант. Бывают такие встречи, которые за час могут изменить чью-то жизнь. Сегодня в отеле Сент-Риджес, мне кажется, что произошла такая встреча. Мы беседовали с Аней Семенович. Я приглашаю вас, досмотрите до конца это интервью, не пожалеете. Анечка, привет. Привет, привет. Спасибо большое, что ты пришла. Мы сидим с тобой тут так беседуем уже по-девичьи. Я понимаю, что есть люди, вот, когда они появляются, вот сразу же появляется легкость, радость и какая-то такая простота и душевность. Вот я тебе благодарна уже за вот этот вот опыт. И я тоже ведь не раз слышала от других людей, что Аня — это радость, Аня — это легкость, Аня — это юмор, Аня — это праздник. И вот я хочу тебя спросить, вот какая ты, как ты саму себя описала бы? Ой, Юль, я такая разная. На самом деле, я правда позитивный человек, мне очень повезло. Но повезло мне это, наверное, знаешь почему? Потому что я прошла достаточно сложный жизненный путь. Я много испытала и страданий, и болей во время спорта, и во время работы. Я трудяга, и я в какой-то момент поняла, что когда лет 10 назад я очень начала увлекаться психологией, практиками, я поняла, что либо я буду всю эту жизнь, все трудности жизни воспринимать тяжело, либо я начну становиться легче, более легкой, более светящейся, потому что все равно мы все пройдем тот путь, который нам отвел Бог. Мы его невозможно избежать. Это программа, это матрица, планета Земля — это матрица, и мы все проходим определенную программу. Только мы можем повлиять на то, как мы ее пройдем. Либо мы пройдем и будем все время грузиться каждой проблеме, плакать, рыдать, страдать, умирать, либо мы будем более легко и позитивно к этому относиться. Но этому надо учиться. Это восприятие жизни в позитивном ключе. Это как ходить в спортзал и тренировать свои мышцы. Это как ходить на урок вокала и тренировать свои связки для того, чтобы петь. Как только ты перестаешь тренироваться, ты слетаешь сразу в эту грусть и уныние. Я сама вчера, клянусь тебе, чуть не слетела вот в это уныние, потому что у меня заболел папа, он уже у меня пожилой человек, ему 81 год, у него он сердечник, и плохо себя чувствует, значит, пока вот это с врачами я все решала вопросы, клала его в больницу, потом там у меня проблемы со здоровьем, я никак не могу выздороветь, у меня то пневмония, то бронхит, я сейчас лечу на неделю отдыхать с кучей лекарств, что мне прописывали кучу всего. И ты знаешь, да, и я просто пришла домой, уже как-то села так на кухню и думаю, боже, да что ж на меня все навалилось-то каким-то прям комом снежным. И я весь день ходила раздраженная, злая, меня никто не радовал. Но потом я сделала сегодня практику, просто я себе сказала, Зай, ну все, давай, собирайся, надо, ты же светлячок, ты должна светить, расслабься, будет как будет в твоей жизни. Ну ничего, ну потащишь, значит, чемодан с нарядами, чемодан с таблетками, ну что делать? Как у всех, да, вот сейчас мне просто до съемок звонит доченька, и вот в слезах, там любовная какая-то история, там разбитое сердце, и плачет. И я говорю, доченька, ну это же естественно плакать, когда грустно, неестественно не плакать. Вот. А вообще я в грусти, лично я вижу много, мы тоже вот сейчас говорили с девчонками, много в грусти есть пользы. Вот ты грусть вот прям точно вообще вот для себя не приемлешь? Или в какой-то момент, если появляется такое какое-то состояние грустное, вот, может быть, в какой-то жизненный момент она и нужна, вот эта грусть? Вот как ты Конечно, нужна. Ты что, я очень приемлю грусть. Я вообще грустный человек. Реально, я очень грустный, глубокий человек. Я большую свою часть жизни грущу. Ну так, я шучу. Ну, Я понимаю. нахожусь в спокойствии. Да. То есть просто я, когда мне надо погрустить, я просто грущу. Это нормально, я человек, я испытываю различные эмоции, и, там, позитив, и любовь, и грусть, и ненависть.
И это нормально, давать себе проживать все эти моменты. Но я против того, чтобы в грусти жить постоянно, как вот, знаешь, в этой ноте, в позиции жертвы жить. Потому что многие люди проваливаются в позицию жертвы и начинают уже, знаешь, такими манипуляторами становятся. Они там все время бьют на жалость. Вот ты вроде его, тебе жалко этого человека, ты его там жалеешь, помогаешь. Но люди не понимают, да, они, может быть, какие-то бонусы получают от общества, но они не понимают, что если они живут из позиции жертвы, то их и Вселенная воспринимает как жертву. И тогда на них сваливается еще больше негатива и каких-то испытаний неприятных. Поэтому я очень люблю погрустить и вообще побыть сама с собой, помолчать, сама с собой поразговаривать. Не значит, что я хожу все время с утра и такая улыбаюсь. Нет, я просто воспринимаю так жизнь. Я люблю свою работу, я люблю там давать интервью, я в кайфе, поэтому я там позитивно, да, к своей работе. Но в жизни я грущу и проживаю это чувство. Просто я стараюсь в нем долго не засиживаться. То есть, если я понимаю, что я уже пересидела в грусти, уже Это уже в начинается уныние какое-то уныние, превратилось, да, да, вот чтобы грусть не перешла в уныние. Мгм. Если я уже понимаю, что я уже что-то там немножко там перегрустила или там перепсиховала, то я тогда начинаю себя из этого состояния вытаскивать. А Мгм. так я себе даю возможность, конечно, погрустить. А вот было когда-то у тебя такое состояние в жизни и вообще, в принципе, вот, может быть, какие-то обстоятельства, когда ты почувствовала себя жертвой жизни? Или ты всегда деятельная, всегда находишь способы взять, развернуть ситуацию, начинать что-то? Или все-таки что-то такое разворачивало тебя? Ой, я была жертвой много раз, и я хочу сказать, что жертва – это тоже прикольная позиция, потому что она дает возможность потом развернуться. Если ты не испытаешь Да. жертву, ты не Мгм. станешь не жертвой, скажем Мгм. так, победителем, да. И позиция жертвы, когда она, опять же, кратковременная, вот во всем хорошо мера, Мгм. когда она кратковременно, она дает большие возможности. И, конечно, я была жертвой, когда там закончила спорт профессиональный, я была в лидирующей позиции мирового фигурного катания, мирового, даже не российского, понятно, и мирового. И, конечно, когда так получилось, что я закончила спорт, то мне казалось, что это дикая несправедливость, что всю жизнь со мной несправедливо. Я полгода себя жалела, ушла в депрессию, но я была совсем еще юная, мне было 21 год. Поэтому я тогда еще не умела совершенно как-то себя вытаскивать из этого состояния. Тогда еще была не модна психология, тогда еще не было ничего. Но уже в 22 я прочитала «Трансерфинг реальности» Зеланда. В 22 года я так очень мало что поняла тогда, в 22. Я его трижды перечитывала. Но он мне помог, и я начала действовать. Я поняла, что надо что-то делать, чтобы изменить ситуацию. Я начала действовать. И вот, в общем-то, те вот эти действия, они привели меня вот к тому, что сейчас я обрела новую профессию. То есть я поняла, что от того, что закончился спорт в моей жизнь не закончилась. Потому что я жила до 21 года, с 3 лет, как зашоренная лошадь, которая шла только к результату спортивному. У меня не было личной жизни. Я тренировалась по 8 часов в день ежедневно в сборной команде России. Это были адские нагрузки, проблемы со здоровьем. И травмы, и все я проходила. И, конечно, вот эта дикая несправедливость, когда это все закончилось, практически уже, когда я дошла до олимпийской медали, ну так вот практически там еще бы пару-тройку лет, я могла стать там чемпионкой. Конечно, вот эта дикая несправедливость, первая вот такая сильная в моей жизни, она меня привела вот к трансерфингу. И пошла вот эта цикличность. Трансерфинг меня привел к тому, что я начала действовать и стала артисткой, да, то есть я пошла на телевидение, в шоу-бизнес, стала артисткой. Поэтому тогда я была жертвой. Потом я провалилась в сознание жертвы, когда я уходила из группы «Блестящие». Мне казалось, что я тоже жертва, что продюсеры нам мало платят, используют наш труд, сами обогащаются, а мы зарабатываем копейки. Но я такая, знаете, я жертва, которая долго терпеть не будет. Я не та жертва, которая сядет, раскиснет и Пассивная скажет: жертва. бейте меня, убивайте, юзайте. Нет, я так посижу, поюзали раз, поюзали два, поюзали три, потом я встану, скажу, отряхнусь, скажу: сорян, ребята, спасибо, было с вами хорошо, но ваше время в моей жизни вышло. Разворачиваюсь и ухожу. Я не боюсь уходить. И не боюсь начинать сначала. Мне даже это немножко нравится. Азартненько. Классно. Это, знаешь, вот сейчас ты вот так пробежалась быстренько, это какие-то этапы жизни были. Вот этап, когда Аня чемпион, там спортсмен. И вот этот этап, он какой вот тема моя, закон жизни, вот уроки жизни. Вот какое самое важное ты для себя тогда сделала, приняла решение, а потом уже задним числом, для чего тебе этот нужен был урок, пройти, там, может быть, закончить чуть-чуть не до конца справедливо эту карьеру. Ты взяла для себя вот какой-то такой, сделала вывод, вот это было для этого? 100%. Можешь поделиться? Конечно. Это был трамплин.
Это мне дало такой фундамент, то есть я Классно. оперлась на этот фундамент и прыгнула дальше. Любая наша неудача– это потрясающий трамплин. Тогда мне казалось, что рухнул весь свет. Когда я в 21 год осталась без профессии практически, то есть я могла идти только работать тренером за очень небольшие зарплаты. Я женщина амбициозная, мне хотелось многого в этой жизни. И мне это дало такую силу, что я так поперла дальше по карьерной лестнице, да, ну просто в другой сфере, что мне это дало очень много внутренней какой-то силы. И потом я поняла одно, что если закрывается одна дверь, то всегда открывается другая, просто нужно не упустить свой шанс. Вот, ключевое. А как этот шанс не упустить? Вот это всего-навсего не упустить свой шанс. А он к вам придет по-любому. То есть, если не эта дверь, Нет, так другая? Конечно, нет, конечно, если ты закрыл дверь, сел дома на диване и сидишь и плачешь 3 года и никуда не ходишь, то к вам не белый принц, не принц на белом коне или на белом майбахе не прискачет и не приедет, и не скажет: «Дзынь-дзынь, ой, какая я тебя так люблю, чувствую, тут живет красивая женщина, которую я хочу выйти, на которой я хочу жениться». Никто не прибежит с новым предложением работы, нужно просто брать и реально действовать. Все самое главное в нашей жизни – это действие. Мы можем быть очень просветленными, мы можем много тут рассказывать о том, какие мы тут все духовные, классные, что нужно принимать и делать. Делание – это материальный мир, это материальная планета. Знание плюс делание приводит только к результатам. Знание плюс делание чего-либо. То есть, если ты хочешь поменять профессию, значит, надо поучиться чему-то новому, значит, нужно ходить в те круги, где можно найти общество, которое тебе поможет, нужно ходить, что-то делать. Знаете, не можешь идти, сиди в сторону своей, не можешь сидеть, лежи в сторону своей мечты. Я как раз из тех людей, который не может идти, ползет, но ползет к своей мечте. И спорт мне это очень сильно дал, он закалил мой характер, потому что я по своей сути ужасная лентяйка. Просто ужасная лентяйка. Но я превратилась в трудоголика. Знаешь, даже я уже перетренировала себя, что я тебе сейчас, наоборот, себя успокаиваю, говорю: Ань, все, молодец, выдыхай, надо сейчас отдохнуть, уже организм, видишь, болеет, дает сбои, это тебе сигналы, что нужно отдохнуть, что нужно поспать, что нужно перестать там ходить на эти какие-то мероприятия, которые каждый день просто тут невозможно в Москве, каждый день какие-то мероприятия, на которые тебя зовут, презентации, премии, тусовки, вечеринки, просто уже, когда ты 20 лет этим занимаешься, это уже, знаешь, как работа. Мне там мой молодой человек говорит: ой, как классно, у кого у тебя такая классная работа, все время концерты, артисты поют. Я говорю: слушай, когда ты 20 лет слушаешь этих артистов, я говорю, это для меня, как для тебя прочитать вот такой договор в ночи, там ты сидишь и так вот, как рутинная работа. Для меня слушать вот это все, это как рутина, для обычного человека это праздник, а для меня это просто работа. Я с большим бы удовольствием лучше полежала бы дома на диване и посмотрела какое-нибудь кино. Это прикольно. Ты постоянно ходишь на разные мероприятия, но это как-то тебе на пользу идет. Ты выглядишь счастливым человеком, ты выглядишь женщиной, которой, как это, жизнь бурлит, кипит, и ты кайфуешь. Но бывают же другие примеры, когда после вот посещения этих мероприятий опустошаешься. Что для тебя эти мероприятия, на самом деле, вот как ты проводишь время на них? Вот это, может быть, для тебя какой-то тоже часть твоего пути профессионального, что ты сейчас свет вот это несешь, как светлячок, знания психологические. Я себя все равно не перетруждаю. Я лучше не пойду, чем пойду. Раньше я ходила везде, потому что мне казалось это очень важно. Сейчас я нет. Если я понимаю утром, что я не хочу идти на мероприятие, а я там заявлена, я могу позвонить и сказать: ребят, сорян, сегодня не пойду. Вот, не хочу. Я научилась говорить «нет», это очень важно. Раньше этого делать не умела, потому что так как я была в спорте, для нас тренер это всегда был паритет, как бы, да, это самый главный человек, которому сказать «нет» невозможно, то потом у многих спортсменов проблемы со словом «нет». Они не могут, им говорят, они идут, это, знаешь, это как уже вот, как лошадь, как собака Павлова натренированная, да, вот на это такой, как бы, инстинкт такой срабатывает, то я очень много лет работала над тем, чтобы сказать слово «нет». И теперь я говорю: не, вы знаете, я, наверное, не пойду, сори, я не готова сегодня. И я умею говорить «нет», да, потому что, я еще раз говорю, иногда я с таким удовольствием иду на мероприятия, там, встречаюсь со своими друзьями, коллегами, поболтать, посмеяться, похохотать, но я просто это делаю дозированно и нечасто. От того этапа спортивного, который мы сейчас уже так хорошо со всех сторон посмотрели, вот к тому этапу, когда ты посидела, погрустила, в жертве побыла, и потом решила, что все, хватит, стою и делаю. И в своем стиле стала искать. И вот как этот произошел переход, то есть где... Ну, девушка, ты была тогда молоденькая, спортсмен, которая говорила «да», дисциплинированная, не умеющая расслабиться, все время в заведенном таком состоянии, в режиме.
И тут вот какой-то открывается новый путь, дорога. Почему именно шоу-бизнес? Ты вот поняла вот это вот разворот такой у тебя? Ты знаешь, сейчас поняла, мне кажется, вообще для чего мне дана была известность. То, что известность – это очень большой рычаг воздействия на людей. И да? ответственность. И ответственность колоссальная. На меня подписано много количества людей в соцсетях, меня показывают по телевизору. И теперь каждое интервью, которое я даю, я очень к этому ответственно отношусь. Если раньше я занималась самопохвалой в интервью, такой был у меня этап в жизни, да, мне хотелось, чтобы меня хвалили, любили, восхищались мной, говорю, боже, какая она, то теперь меня вообще все равно, восхищаются мной или нет. Я знаю, что восхищаются, но просто я хочу нести что-то другое. Мне кажется, именно для вот этого меня и привели в шоу-бизнес и дали возможность, ну, там, высшей силы, да, Бог, можно сказать, стать известным человеком, потому что мне кажется, что я смогу на своем примере и своим каким-то вот жизненным путем показать другим именно женщинам почему-то, да, вот мне кажется, девчонкам. Я очень люблю женщин, я считаю, что каждая женщина, она богиня, и это бесценная энергия, которая пришла на эту планету. У нас сложно быть женщиной на Земле, и мне всегда очень хочется давать поддержку именно женщинам. Мне кажется, что вот это вот все для того, чтобы я написала пару классных книг. Я много читаю, я много слушаю аудиокниг, я не читаю аудио, слушаю книги. И у меня есть несколько идей таких вот классных книг про такой непростой жизненный женский путь. И, может быть, внутри этих книг на своем опыте и на опыте героинь, которые будут это будет художественная проходить. литература? Да, это будет художественная литература с эзотерическим таким вот смыслом, да. Аня, я вот сейчас сижу, думаю, вот похоже, что ты сейчас, вот я вот смотрю на эту Аню, красавицу сейчас, и я понимаю, что ты похожа на то, что ты познакомилась уже с собой. Вот, конечно, впереди еще там новые этапы, там новые слои своей глубины. Но вот интересно, я все-таки вернусь вот к этому. Вот тебя развернуло, ты в шоу-бизнесе, и ты же другая Аня, вот с этим всем набором, и нужно идти этот вот путь. И вот что там было для тебя самое сложное? Потому что знаменитость тебе пришла очень быстро. Вот, да, через эти через полгода прям буквально. Это прям такие... Бананы, кокосы, да. апельсиновый рай. Бананы, кокосы, апельсиновый рай. Стоит только захотеть, можно и звезды. Все, я проснулась и как с утра. Ты вот, до этого ты была в спорте, но там не было, по-моему, такой какой-то большой славы. Фигурное катание тогда не было так популярно, как сейчас. Да. Тогда это было 98-е, 2000-е годы. Как бы это были только вот фанаты именно этого спорта, их было не так много. Сейчас, конечно, фигурное катание просто дико популярный вид спорта, и практически в каждой семье есть фигурист. И это очень круто, на самом деле. Я тебе хочу сказать, что правда слава пришла, и я, ты знаешь, даже в какой-то момент поболела и звездной болезнью, я тебе хочу сказать. Этот у меня тоже был период, но он был недолгий. Тебя потом не накрыло вот какими-то плохими обстоятельствами? То есть она прошла спокойно, гладко? Или потом... Я остановилась вовремя, ты знаешь, я вовремя остановилась, и меня накрыло, у меня случилась авария очень сильная, как я выжила, вообще непонятно, автокатастрофа. Вообще это было чудо. А ты поняла тогда, что это про это? Что это, ну, там было несколько историй про что, но, наверное, это было одно из этих, потому что чуть-чуточку тогда меня накрыла звездная болезнь, мне казалось, что я такая вообще вау, умная, крутая, нереальная, такая чика. Вот. Я помню, ты знаешь, меня что остановило? Я помню, такая была уставшая и уже подвыпившая, я что-то нахамила в туалете уборщица, вот, которая моет туалет, она была восточная женщина, что-то я там сказала, что она там что-то, и она заплакала. Слушай, она заплакала, и я стою, а я вообще по своей сути очень добрый человек, я стою и тоже начинаю с ней рыдать, я ее так обнимаю, говорю, простите меня, пожалуйста, простите. И ты знаешь, я вышла из этого туалета совершенно другим человеком. Меня как подменило, я так села, помню, в этом ресторане, такая думаю, больше ты никогда в жизни не нахамишь человеку, который находится в более трудной ситуации, и там у нее нет денег, ей приходится там мыть туалеты, ну, чтобы кормить своих детей. Вот. И у меня вот эта ситуация, я ей очень благодарна, потому что меня научила, убрала вот эту звездную болезнь. То есть, как бы, да, я строгая, я могу там строго там руководить или там могу там на команде что-то сказать, претензии, я никогда не ругаюсь, там никогда никого стараюсь не оскорблять, но вот оскорблять людей для меня это прям сейчас уже табу, и я всегда вообще вот с тех пор, это уже было мне там лет 25, наверное, было, а сейчас мне уже 44, то есть 20 лет уже прошло, я там прихожу в туалет, и стоят девчонки, очень в дорогих ресторанах, дают тебе салфеточки, я говорю, здравствуйте, хорошего вечера, они так все время на меня смотрят, ой, здрасте, спасибо, и мне такое-то удовольствие, что я совершенно незнакомому человеку подняла настроение, улыбнулась просто, она меня узнала,
узнала, ей стало так приятно, что вот там публичный человек ей улыбнулся. Это же такой кайф, это же так легко дать просто вот этот посыл любви и хорошего настроения. Да, это легко, когда уже такой цельный человек, когда уже все понимаешь. Но когда еще этих знаний нет, наверное, не так легко. И вот теперь возвращаясь к этому периоду, Да. блестящий, я вот, девчонки тоже смеялись, вот глядя вчера на эту картину, поняла, что мне вот эта вот тема женского коллектива, женская конкуренция очень интересна. Вообще, была ли такая тема в «Блестящих», вот в группе? Потому что если посмотреть на клипы, вот я сегодня утром, вот как я тебе сказала, за завтраком смотрела, Мгм. и видела, какие все там красотки, но все должны были Мгм. какую-то определенную роль играть, какая-то определенная была вот Мгм. этот вот посыл, кто про что там. И вот эта вот индивидуальность, но тут же и коллектив. И учитывая, что мы женщины все противоречивы, вот как вот с чем ты столкнулась? И были ли какие-то такие для тебя, о май гад, что это? Ну, конечно, немножко конкуренция была, особенно в начале. Я же спортсменка. Тебя приняли не так, Не, что меня прям- хорошо. У нас вот на самом деле, Юля, то, что говорят про женский коллектив, не знаю, у нас был правда классный Да? коллектив. Вообще реально, Классно. это была Жанна. Жанна очень была духовным человеком. Она постоянно летала на Бали, медитировала, Тогда уже, да? практиковала уже тогда. Она была очень цельная, очень духовно напитанная. И она вот именно воспринимала жизнь, она все принимала очень как по-сестрински, как старшая сестра. Нас всех поддерживала максимально, как могла. Конечно, чуть-чуть там, вот мы там все молодые, нам хотелось там больше спеть, там лучше выглядеть. Но вот это такая Но минимальная... не расталкивали локтями Не, такого друг друга. ничего не было абсолютно точно. Но вот эта вот такая приятная, здоровая конкуренция, она нас держала в тонусе. Ну, потому что мы были красивые, стройные, там не Конечно. поправлялись, мы там за собой следили. И это... Но были друг за друга? Или Были скорее друг за там... друга. Мы могли сами что-то там друг с дружкой выяснять, но если кто-то вдруг со стороны на кого-то на одну нападал, не дай бог, там Мгм. продюсер или что-то, Мгм. мы друг за друга стояли горой. То есть Ты вот это мы- время вспоминаешь с такой теплотой, с благодарностью? Ты знаешь, я человек без детства, у меня практически не было Ты детства, как потому что такая- я Мгм. с 3 лет занималась фигурным катанием профессионально практически, я вообще не помню детства. И для меня вот это вот блестящее, это как такая юность-детство. Вот эти 5 лет, которые я была в группе, когда я после жесткой дисциплины стала вдруг резко популярна, стало можно все, да, грубо говоря, там гастроли, бизнес-класс перелеты, шикарные столы везде, тебя в каждом городе встречают, там обожают, толпы фанатов. И это такой, как у меня такое немножко как детство я воспринимаю, Мгм. юность, поэтому я с такой теплой вспоминаю эти годы. И, честно говоря, мне так иногда даже хочется, вот мы сейчас летали с девчонками с блестящими на гастроли вместе на одно частное мероприятие в Сочи. И мы сидели у меня в номере, до 5 утра болтали. Хотя им надо было в 7 утра выезжать из отеля, а мне Не там могли в 9. расстаться. И мы что-то болтали, трещали, вспоминали, хохотали и классно провели время. То есть это такое вот очень было... Это была юность, это было детство, это было классно. Я, знаешь, вот забыла спросить тебя вот этот момент. Вот ты оказалась в нужное время в нужном месте тогда, что тебя попросили, пригласили в группу На «Блестящие». кастинг, да. Да? Да. Это вот просто случайность или это... Вот как тебя Абсолютно. выбрали, вот знаешь, вот если вот мы так говорим иногда, вот как рука выбирает людей вот для каких-то целей, чтобы он шел дальше. Вот как ты это для себя видишь? Ты просто оказалась вовремя, там это случайность или это предопределенность? Вот еще раз. Этот Я момент. вообще не верю в случайности. Абсолютно. Я знаю, что есть рэперные точки у каждого человека в жизни, что есть контракты, которые мы подписываем до рождения с определенными людьми, которые играют роли. Это же все игра, роли в нашей жизни. И я уверена, что вот эта вот ситуация, это была однозначно предопределенная ситуация, которая мне тогда показалась счастливым шансом и счастливой случайностью. Потому что из миллиона девочек могли выбрать кого угодно, а выбрали именно меня. Конечно. И я очень благодарна этому, потому что мне это действительно дало путь в жизнь, вот в новую профессию, которую я очень люблю, и в которой можно расширяться и раскрываться до бесконечности и до каких угодно лет. Вон мы все знаем нашу обожаемую Любу Успенскую, которой, по-моему, то ли 69, то ли 70 лет, да, она, я считаю, что она молодая женщина. Судьба моя ретивая тебе не по плечу, а я живу красивая, как я хочу. Как она выглядит, я только что была у нее на концерте, она в коротких юбках, с шикарной фигурой, поет, Сколько энергии кайфует, там, она ходит на мероприятия, она сидит в жюри, она воспитывает там Таню, дочку, занимается ее карьерой.
Вообще, то есть, понимаете, вот когда женщина востребована, и когда женщина, это тоже судьба. То есть люди, которые становятся такими известными, как Люба, например, да, это судьба, она для чего-то нужна человечеству, чтобы дарить вот эти шикарные песни, переживать эти эмоции. И мне кажется, что мое попадание в блестящий – это тоже некая судьба. И при этом в какой-то момент, вот тут теперь тоже интересно, ты принимаешь решение из блестящих уйти. Да. И это не для каждого, наверное, сольная карьера. Вот Не как для ты каждого. поняла, что ты идешь дальше, следующая ступень? Вот как этот произошел переход, что ты как-то сил почувствовала в себе какие-то особенные, или ты была недовольна чем-то, тебе было все равно, как в омут с головой? Что там было? Ты знаешь, у меня всегда мое здоровье мне говорит о том, что пора завязывать с чем-то. Всегда. То есть, если я начинаю болеть, то надо что-то делать. То есть, что-то в жизни не так. Я начинаю искать, что не так. И тогда, в 27 лет, я заболела жутким коклюшем. У меня до этого была пневмония, а потом коклюш прицепился к этой пневмонии. Я помимо блестящих еще каталась на ледниковом периоде, на фигурное шоу, тогда были очень популярные, 2006-2005 год, это огромные были нагрузки. И я поняла, что мне нужен новый этап в жизни. Все. То есть вот эта вот история 5-летняя, она закончилась. Потом нам платили очень маленькие деньги. Я пыталась для всего коллектива выбить нам большие зарплаты. Продюсеры на это не пошли. Вот. Ну, я подумала, почему я должна за копейки убивать свое здоровье. Я попросилась у них там на месяц по болезни в отпуск, на солнце мне нужно было полететь, они тоже меня не отпускали. Я такой человек, я могу терпеть долго, но в какой-то момент я просто принимаю решение, и все, я обратно я не сворачиваю с своего пути. Я пришла и сказала, все, тогда мне надо уходить. И было, конечно, страшно. Было страшно, но я верю, что только смелым покоряются моря. Только так. И мы все привыкли сидеть в теплой ванне своей милой попкой. Мы сидим в теплой ванночке, нам так хорошо. И иногда бывает в этой ванночке уже не очень комфортно. Водичка уже затухла, уже хочется покушать, а мы все сидим, и нам страшно из нее вылезти. А вдруг там холодно, а вдруг там что-то не так. Но мы не узнаем, если мы не вылезем. Либо у нас вариант сидеть в этой теплой ванночке, болоться уже в таком, либо все-таки взять себя в руки и вылезти. Я понимала на тот момент, что я уже известная, я понимала, что у меня есть силы, что у меня есть желание, и я ушла из коллектива, и в какой-то момент я осталась совсем без денег. У меня просто были какие-то последние, не знаю, там, копейки в кошельке, а мне нужно было заплатить зарплату водителю. А я сама не водила машину после аварии, я очень боюсь, и я за руль редко сажусь, только там, если где-то так чуть-чуть проехаться где-нибудь за городом, так просто как аттракцион для меня за рулем поехать. Вот. И я помню, я взяла какую-то жуткую съемку, там какую-то ночную смену, ну, жуткую в плане очень тяжелую, какую-то ночную смену, чтобы заработать денег и заплатить зарплату водителю, потому что у него дети. Вот. Я пришла домой, я так помню, расплакалась, думаю, боже, у меня нет денег. Я как раз рассталась там с мужчиной, он, который мне там, да, помогал в свое время, была одна, без отношений. Я думаю, у меня нет денег, что делать? Думаю, может быть, продать какие-то украшения, что-то там продала на какое-то время, меня там хватило там, на месяц еще денег. Я думаю, ну что-то уже работы вообще нет, и я сижу, я не знаю, что мне делать. И вдруг мне звонят. И говорят, ой, вы знаете, а мы бы вот хотели предложить вам прийти сняться в ситкоме, в сериале. Приходите на кастинг. Я думаю, боже, вот оно, мой шанс, я должна сейчас просто. И я пришла на кастинг, прошла кастинг, дали мне роль, я сыграла с Игорем Верником, у нас были 2 главные роли, фильм, как ситком называется, вся такая внезапная. Ева, я решила пойти познакомиться. Да не с тобой, а с тобой пойти с кем-нибудь познакомиться. Блондинка, карие, 168, 6-й. И меня утверждают и подписывают контракт и платят за съемочный день в 10 раз практически больше, чем я зарабатывала за один концерт в «Блестящих», за один съемочный день. И говорят, это вот ставка у артистов, у этих. Я думаю, боже, почему я столько лет пела в «Блестящих»? Надо когда отнеслась к этому, ты поняла, что это все, значит, приняла правильное решение? Да, и я думаю, я так, боже, благодарю вообще. Но это было тоже очень сложный опыт, потому что мы снимали 8 месяцев. Это 40-серийный большой ситком, который шел на канале СТС, наверное, 2000, может быть,
6-7 год, и мы снимали в таком помещении, где нет ни окон, ни дверей, это такой Амеди, это бывший завод заброшенный, и вот я приходила туда к 8 утра и уходила в 11 вечера каждый день, и был только один выходной. В этот выходной еще я тренировалась, потому что я еще на Ледниковом каталась параллельно, то есть я еще по Но ночам ты не пела в этот тренировалась, я не пела, я подумала, что пока надо чуть-чуть Паузу. сделать паузу для впения, вот сейчас идут денежки ко мне, и вот 8 месяцев я тоже прожила в жутком графике, я на износ работала, но я работала за что-то. Во-первых, меня увидели как актрису, это был новый поворот в моей карьере. Я зарабатывала просто, когда закончился контракт, все, мы сняли фильм, и мне там пришел перевод на счет денежных средств, я пошла и сразу себе купила дорогую машину. Я была поражена, что Как быстро, можно было да. так зарабатывать большие, оказывается, деньги. И все, и пошло уже дальше, потом еще кино, потом Гитлер Капут с Пашей Деревянко, главная роль. Потом я опять начала ледниковый период, 6 сезонов я прокаталась, там тоже мне платили хорошие деньги. Вот. Ну и все, а после ледникового периода, когда я уже закончила, я начала заниматься потихонечку своей сольной карьерой. 2 вопроса. Первый – это вот про любовь к себе. Угу. Это, мне кажется, тоже твоя тема. Мгм. Вот. И вот все, что это звучит сейчас, там как будто есть любовь, нет любви к себе. Вот как ты сама видишь, вот что это для тебя сейчас уже значит любовь к себе, и была ли она у тебя всегда в твоей жизни? Не, любви к себе не было всегда. Мне кажется, это одна из важных задач каждого человека. Научиться себя любить, не эгоизм, вот этот вот такой, да, а вот именно истинная любовь к себе. Мы как будто не умеем, мы приходим на эту планету, как будто мы забываем про эту любовь к себе, как будто нам отключают память, чтобы мы этого не помнили, как правильно себя И любить. делаем что-то, что явно не относится. Да, к любви этой к себе. А что, по-твоему, любовь к вот? себе, вот как мне кажется сейчас, это слышать себя. Мгм. Это слышать себя, слышать свои истинные желания через страх, через сомнения, через тревоги. Мы же все люди, особенно женщины, мы же гормональные существа, у нас то так шарашат нас, то вот так. То есть мы все время куда-то нас ведет, потому что так природа нас создала. И любовь к себе в каждый момент своей жизни, слышать себя и не бояться. Не любовь к себе жить с нелюбимым мужчиной, которого ты уже не любишь, а живешь с ним, но потому что он тебе дает деньги или потому что он там еще. Не любовь к себе перерабатывать, это тоже не любовь к себе. Это тоже страх, опять же, ты из страха начинаешь много работать, чтобы там заработать, не потерять славу. Не любовь к себе, не обращать внимания на свое здоровье. То есть любовь к себе – это заниматься своим здоровьем, общаться с теми людьми, почистить свое пространство так, чтобы вокруг тебя были только те люди, которые тебе приятны. Я понимаю, что мы в социуме живем, что невозможно убрать, там есть начальники, есть коллеги по работе, просто надо хотя бы близкий круг свой сделать настолько приятным, чтобы если ты приходишь с работы, где, например, начальник, которого ты не переносишь, который там на тебя орет, чтобы ты вот в этом близком кругу в своем просто согревалась от этой любви, тебе было комфортно. И когда ты знаешь, что за тобой стоят люди, которые действительно тебя искренне любят, которые готовы за тебя там вступиться, если что, которые готовы тебя обнять, когда надо, тогда тебе этот и начальник не страшен, и там сосед какой-то противный тоже не страшен. Поэтому любовь к себе – это камертон, как стрелочка, за которой нужно следовать. Мы иногда можем выбиваться из любви к себе, по каким-то соображениям, но надо опять настраивать свой камертон и вот прям смотреть за собой и за своими желаниями. Правильно, Анечка, я понимаю, что это вот качество, которое вот прям развивала ты вот как свою такую, может быть, не сильно проявленную, сильную сторону, скажем так, не было ее вот тогда и знаний, как любить, и вот сейчас, может быть, ты уже тоже с какой-то своей вот сейчас позиции знаешь, вот каких тебе сил хочется в себе добавить. То есть, слабости иногда становятся силами, силы слабостями, но вот прямо, знаешь, вот это вот я еще вот свою копилочку себе положу, подарю. Вот на что сейчас ориентир, чтобы жизнь еще была легче, приятнее, кайфовее? Мне нужно научиться себя прощать. Я, так как все-таки спортсменка в прошлом, я очень требовательная к себе, и мне нужно научиться расслабляться. У меня с этим большие проблемы. Да, мне прям вот надо научиться расслабляться. Вот прямо сейчас займемся этим. Да, и мне кажется, знаешь, я вот последнее время прям вот этим занимаюсь. Я прям вот,
так, значит так, ну, принимаем, хорошо. Вот просто научиться расслабляться. Я все время в каком-то гипертонусе. Это, Я кстати, вот на достигатор, плечах она да. вот это прям, да? Ага, у меня все время Через болит это всё, шея, да. делаю массажи Мгм. постоянно, потому что я достигатор по своей натуре. Это классно, это как топливо меня Ты это знаешь, выдвинуло, да. но в каждый период жизни мы же очень меняемся. Конечно. То, что мне нужно было в 25, в 44 мне уже не нужно. Оно уже отслужило свое, оно в меня есть в моей копилке, в 44 мне уже нужно другое. Потому что когда человек застрял в одном и том же, да, и он не Мгм. развивается, то есть, ну, как бы у него и в жизни ничего не Мгм. происходит. Так как у меня очень насыщенная жизнь, и много событий разных происходит в жизни, и, конечно, вот это вот достигаторство, оно как топливо, оно мне дало толчок Мгм. однозначный в карьере, я добилась того, чего добилась, но теперь нужно научиться расслабляться, Мгм. Класс. мягкости. Уже все, уже расслабляемся. Мягкости, Я, знаешь, вот думаю, вот интересно, ведь вот то, что ты делаешь, вот там, где ты шоу-бизнес, вот такая известность, аудитория миллионные, вот твои девчонки, богиня, это ведь, ну, явно, наверное, не для всех. То есть ты вот в этом гармонична. Что ты скажешь девчонкам, которые вот там стремятся в популярность? Это ж так вообще манка, быть звездой, вот, проявиться, вот эти в последнее время слова, там, самореализоваться, быть там известной, там, где известность, там и деньги. Не Вот, факт. ну окей, да, ладно, вычеркиваем деньги просто, Не там, там, да, где известно, иногда не бывает денег. признание, любовь, вот это вот обожание зрителей. Короче, вот что ты скажешь девочкам, которые вот про это говорят? Вот для всех ли это? Это очень тонкая вообще грань, сложно в шоу-бизнесе. Я бы сказала так, потому что сейчас вот эти соцсети, они там нам так набивают, да, вот эту красивую жизнь. Ведь это же не так в жизни. Это все сказки, это все фантик. Это фантик. И на самом деле у А в людей чём все суть? по-другому. Я понимаю, что девочка, которая там, может быть, родилась там, в небольшом городке где-то, да, вот она смотрит на картинку там красивой певицы или там блогера или еще у кого-то, и ей тоже так хочется. И это классно. То есть это говорит о том, что многие там блогеры и публичные люди говорят, трудись, старайся, развивайся. И это круто, правда, трудись, старайся, развивайся. Мгм. Но нужно найти действительно то, что ты искренне хочешь, и к чему у тебя есть талант. Ну, например, если у меня нет таланта в математике, ну вот, ну не умею я считать, ну правда. Или я точно не могу стать юристом, потому что для меня, я не усидчивая, для меня вот разбирать какие-то эти бумаги, это просто катастрофа. Может быть, я бы хотела быть грамотным юристом, потому что мне это очень нужно в профессии, но я не предрасположена для этой работы. Надо понять, для чего ты на эту планету пришел вообще, потому что каждый человек, он пришел для чего-то. Надо просто найти для чего. Не нужно спешить. Нужно попробовать себя и там, и сям. Тем более сейчас в пору интернета все это можно попробовать. Не то, что это наше детство, когда ничего не было и нужно было ходить куда-то. Да, сейчас это все нужен просто один телефон или компьютер, можно всему поучиться. Поэтому бежать за глянцевой картинкой вообще не стоит, потому что шоу-бизнес это очень тяжело. А в чем тяжесть вот Знаешь, шоу-бизнеса? это такая надежда, которая, когда мы же все очень люди любим, если мы во что-то там надеемся, не ожидай ничего от жизни, потому что когда ты очень чего-то ожидаешь, а потом с тобой это не происходит, то ты разочаровываешься, как будто для тебя сломалась жизнь. И все-таки талант есть, желание есть, но должно быть что-то еще, чтобы вот в шоу-бизнесе, вот мне показалось, вот сейчас вот общаясь с такими известными людьми, что это про какую-то определенную емкость, вот, способность пропускать. Вот вы же с энергией работаете. Я вот слышу, что сцена — это наркотик. Вот это вот отдаешь, получаешь. То есть вот как это называется? Вот в эту сторону вообще я Да, смотрю. должна вот, быть прокомментируй. емкость у человека, чтобы принять и отдать эту энергию. Иначе можно сгореть и получить кучу заболеваний. Это нужно быть емким. Это говорит о том, если ты выдерживаешь эту энергию, значит, ты на своем пути, то есть на своем месте. А ты да? училась вот этому? Или оно у тебя встроено? У меня оно как бы? встроено. Да? Ты понимаешь, я вот с детства была такая, я была емкая. Потом в спорте ты выходишь на соревнования на чемпионате мира, ты катаешься, где на тебя смотрят 15 тысяч человек, сидят судьи, и ты емкая, ты выходишь и вот на вот это на зрителя катаешься, да, то есть делаешь программу свою, и это не каждый выдержит. То есть действительно должна быть энергетика. А при этом нужна ли искренность и открытость? Потому что вроде как ведь фальшь не прокатит, говоря по-простому. Фальшь не прокатит, зрители А с другой исчерпывают. стороны, искренность и открытость,
тоже мы обсуждали, что такому человеку уязвимому, искреннему, такому может что-то прилететь. То есть тут какие-то вот как это, вот я имею в виду в смысле прилететь, может он какой-то что-то попадет в душу, какая-то обида там, ну вот критика, это какой-то, может быть, даже ненависть, там хейт этот. То есть вот как это вот нащупать эту грань, чтобы не быть закрытым, быть при этом искренним, но при этом еще как-то вот держать вот, ну, свои там границы. Личные границы. Личные границы, да. Самоуважение. Мгм. Самоуважение – это прекрасный, вообще прекрасное чувство, когда ты себя уважаешь. Когда ты позволяешь войти в свою жизнь людям настолько, насколько тебе это комфортно. Мгм. Кто-то, например, выставляет свою личную жизнь на показ, да, вот все, вот есть там звезды и блогеры, которые, вот, значит, я с любимым проснулась, а вот мы поели, вот мы пописали вместе за ручку под кустик, вот мы там побежали, купили вместе туфельки. То есть, ну, так люди живут, им так хочется, им так нравится, за ними наблюдают миллионы. Им комфортно это. Вот, например, мне так некомфортно. То есть я допускаю в свою жизнь людей настолько, насколько я себе чувствую удобство, насколько мне удобно. Вот и все. Просто у каждого границы свои. У кого-то кто-то очень близко допускает, кто-то подальше держит вообще, кто-то вообще не допускает. То есть нужно, опять же, как камертон, чувствовать себя. Если тебе комфортно допускать, допускай. Некомфортно, не допускай. Мгм. Самоуважение такое классное слово. Прям хочется Самоуважение, его да. да, записать и повторить. И из чего оно складывается? Это, наверное, и любовь к себе там. Да. А из чего еще складывается? вот Самоуважение. Умение сказать нет, мы уже Умение поговорили. сказать нет, любовь к себе, чувствование себя, наверное, На примере, когда вот был, может быть, в тебе в какой-то жизни эпизод, когда ты предала себя, вот прям не уважала себя. Вот, знаешь, все можно пощупать напряжение, когда есть расслабление. Вот тогда вот был какой-то такой эпизод, что вот я себя что-то вот здесь недостаточно. Слушай, таких очень было много моментов. Я вот сейчас прям конкретный, может быть, не вспомню, потому что давно я уже этим не практиковала. Но бывают моменты, когда вот ты идешь куда-то, потому что тебе надо туда идти. Ну вот по работе надо. Не можешь не пойти там, на какую-то съемку или вот на какое-то мероприятие, но ты так идешь, не хочешь, и вот это не это самое неуважение. И я обычно после таких мероприятий, когда ты идешь, тебе надо, ты идешь, думаешь, ой, как я сейчас иду собираться, вот опять идешь, и все равно идешь, но что делать? И вот после такого у меня просто, я прихожу, ты знаешь, и мне хочется 2 дня закрыться дома и просто вот так штабелем лежать и молчать, потому что это предательство, ты себя изнасиловал. Это самонасилие такое произошло, и это, конечно, приводит к колоссальной потере энергетики. Ты очень красивая женщина, и тебя природа наделила очень ярким, ну, то есть, ну, вот женщина мечты там. И на самом деле это тоже, наверное, своего рода какое-то испытание. Вот как ты вообще относишься вот к своей вот этой внешности, вот, которая тебе дана, вот как твоя базовая вот. Комплектация. Это что тебе? Комплектация твоя, да. Ты знаешь, я женщина очень женственная, с мужским характером. Прикольно. Это вообще-то у Бога есть чувство юмора однозначное. Я все время говорю, да, ты, конечно, похохотал вообще. Наградил так наградил. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что в какой-то момент мужчины так сходили по мне с ума, что я просто, мне начало становиться уже плохо, потому что они не видели мою душу, и когда, ты знаешь, ты знакомишься с мужчиной, они с тобой, я люблю разговаривать много с мужчиной, и как бы я не сразу иду с ним заниматься сексом, я долго не занимаюсь с мужчиной сексом, потому что я хочу понять, хочу я его вообще или нет. То есть, как бы, что, секс это же не только, да, там, внешние данные, это же какое-то должно быть приятная химия какая-то должна быть приятная. Я много разговариваю, и у мужчин, конечно, я вижу, как у них немножко крыша уезжает. То есть они видят, как кажется им, такую блондинку с глазами и пухлыми губами. Они думают, ну, наверное, она только про шмот и про цацки. Когда они начинают со мной говорить там о спорте, когда там про психология, там, политика, вообще просто они сходят с ума, у них меняются, падает земля из-под ног, уходит. И в какой-то момент жизни, ты знаешь, я так устала от этой яркости и внешности, что я даже решилась на то, чтобы уменьшить грудь.
потому что у меня по роду очень у всех большая грудь. У меня у мамы большая грудь, у бабушки, царство небесное, по папиной линии большие у всех большая грудь. И вот эта грудь, знаешь, которая в какой-то момент заполонила сознание мужиков просто, грудь Семенович, всем казалось, что вот это что-то, что они обязательно должны увидеть в своей жизни. Они сходили с ума просто по этой груди. И знаешь, и меня в какой-то момент даже вот это просто... Само стало триггерить, мешать. Стригерила, да, что я хотела просто избавиться от этой груди, сказать, вы что, слушайте, ребят, Здесь че- есть я я ещё, вообще, да, я, за причем всем тут этим, моя моя грудь, душа. душа, тут же Да. во мне столько доброты, посмотрите, сколько Нежности, сделала в да. этой жизни, там, в спорте добилась, в блестящих пела, на ледниковых каталась, в кино снималась, тра-та-та, зарабатываю деньги, бизнес делаю, что же вы все грудь да грудь, понимаешь, а они как полоумные, ну, те, кто меня не знал близко, те, кто со мной знакомился, у них случался слом шаблона просто. Вот, и что-то менялось в отношении ко мне, естественно. А те, кто так вот не знал, они, конечно, все сходили с ума. Вот, я пошла, решилась на операцию по уменьшению груди, она прошла нехорошо. Я потом 1,5 года, я вообще не была в отношениях ни с кем, потому что я исправляла Не ошибку хотела хирургу, себе. переделывала грудь, пережила много операций, у меня были серьезные последствия, и где-то 1,5-2 года я вообще была без отношений. И вот эта ситуация, она мне была дана для того, чтобы я уже очень плотно углубилась в психологию и в эзотерику. И она мне дала столько силы. Ты знаешь, вот я стала той Аней, которой я стала, последние... Вот в 2015 году я сделала операцию. Вот весь 16 и 17 я занималась практически тем, что я исправляла ошибку. Но в 17-м я уже была другим человеком. Я наконец познакомилась сама с собой, как будто мне нужна была эта пауза в отношениях с мужчиной, пауза небольшая в карьере, чтобы познакомиться с самой собой, потому что я взахлеб сидела, я помню, ночами у себя на диване в гостиной и читала просто книги, Донал Нил Волш, «Беседы с Богом», трилогия, просто тома я перечитала, переслушала, переходила на тренинги на какие-то, и мне это так дало такой духовный рост, что я так благодарна этой ситуации, она мне настолько была нужна, вот этот стоп, потому что так бы я не остановилась сама. То есть, а вот эта вот ситуация со здоровьем, она меня немножко остановила, потому что и мужчина же, когда появляется в жизни, ему же надо очень много сил. Ты говоришь, остановилась. Что значит остановилась? От чего остановилась? От отношений с мужчиной, то есть я вот немножко, мне было не до мужчин, да, то есть я То есть ты всегда была в отношениях? Я всегда была в отношениях, я одна практически редко. И при этом умудрилась не выйти замуж? Да. Это вот Я прикольно. спокойно отношусь. То есть ты могла вот прям сказать стоп, да, вот так, а вот Да. не иду. Я не очень Не верю было такой. в Потому что моногамию, я к услышала как-то в сожалению, одном интервью, крайность. что ты отказалась от переезда за границу, потому что Да. я, наоборот, за любовью полетела там за границей жить. То есть это такое прям Ключевое позиция за была. любовью. Ну да. За Может, любовью. любви не было. Ты знаешь, это были вот хорошие химические отношения, приятные. Потом я очень была тогда карьеристкой. Вот до буквально 15-го года, до вот этой истории, я была дикой карьеристкой. Я вообще не хотела семью, я не хотела детей. Мне очень нравилась моя жизнь. Что изменилось в тебе? Вот что ты сама почувствовала? Вот после того, как ты вот паузу это в отношениях, вот с телом вот это вот все глумилась над собой, можно сказать. Поглумилась чуть-чуть. Поглумилась, да. Да, было Вот дело. что изменилось? Вот ты говоришь, я стала другой, вот эти тонны литературы перелопатила. Принятие пришло. Пришло принятие. Когда-то, я помню, летела там с одним ведущим с радио, и что-то вот еще до этой всей истории, и мы сидим в аэропорту, тут 6 утра где-то вообще сидим, и подходят люди, человек 20, встали, можно сфоткаться. Я там с 5 сфоткалась, я уже говорю, ребят, ну правда, ну 7 утра, ну дайте вообще, ну блин, ну нам уже пора ехать. Ну и иду, что-то я ему и ворчу, говорю, вот блин, что люди не понимают, что 7 утра, я хочу спать, бла-бла-бла. Он мне такой говорит, слушай, ты странная женщина, ты же, говорит, все сделала для того, чтобы тебя люди узнавали. А сейчас ты типа на это жалуешься, но это как бы вторая сторона медали. Я так, мне так раз, но ведь правда. И вот это вот принятие, которое ко мне пришло после вот этой операции, да, неудачной, пришло принятие того, что, ну, правда, ведь я действительно
красивая, адекватная женщина. Это нормально, что мужчины на меня реагируют. Было бы ненормально, если бы они не реагировали, а просто стояли, тогда бы у нас бы все были другой ориентации, что ли, получается, да, в мире. А мужчины реагируют на красивую женщину, когда она проходит. Да я реагирую на красивую женщину. Когда проходит красивый, любой человек красивый, я все равно на него смотрю, потому что он красивый. Он идет, и тебе хочется на него посмотреть. И это нормально. И пришло принятие вот этого. Как будто я до этого не понимала. Это было удивительно. И теперь, когда я прохожу, на меня также смотрят восхищенными взглядами, я теперь говорю, да, я красивая, смотрите, с удовольствием покажусь вам. И я стала как-то с юмором к этому относиться. И что я приобрела? Вот эту самую иронию и легкость после вот этой вот двухлетнего заточения практически дома и поедания огромного количества книг и всего, я стала более легкая. Во-первых, я стала позволять себе полнеть, я стала более легко к себе относиться. Я вот говорила тебе, да, до интервью, говорю, у меня вечно ты такая стройная, вот ну, такой типаж женщины, когда, знаешь, у меня есть такая подружка, которая, сучка, ест и не толстеет. Я думаю, у каждой есть такая подружка, мы с ней едем отдыхать, она идет на ночь, лопает тарелку макарон, запивает это все сладкими коктейлями, мартини, что-нибудь там такое. Я ем кусочек рыбки с огурцом и бокальчик винца вот так потягиваю. И она встает, ой, что-то я, представляешь, похудела минус 500 с утра. Я такая думаю, а я ничего не жрамшая и +2 уже на этом отдыхе. Просто от солнца прет. Вот, и я всегда завидую таким женщинам, как ты, стройным, худым, которые, знаешь, длинные ноги, длинные руки. Потому что я такая всегда пухленькая, хохотушка, веселушка, и все время у меня вечная борьба с весом идет. И я в какой-то момент даже поправилась, и, ты знаешь, и мне так было классно. Мне так нравилась вот эта моя пухлость, то есть я как будто, знаешь, вот прям приняла себя такой, это был такой этап жизни интересный. Вот сейчас я постройнела там на 5 килограмм, а мне теперь хочется постройнеть. Вот сейчас я стройнею, да, там, как бы я хочу там еще на 5 килограмм постройнеть. Ну, вот такой у меня этап сейчас в жизни. Я то толстею, то худею, вот, весело живу. То есть пришло ко мне принятие и пришло чувство юмора. Чувство юмора и чувство самоиронии. Вот до этого всего я так обижалась на хейт. Вот ты задала вопрос, да? Как с хейтом. Да. Ужасно. Я всем что-то доказывала. Я хотела всем нравиться. Я хотела, чтобы все были меня любили. Это опять, это потому что я без детства. Как будто, знаешь, не было долюбленности в детстве. Знаешь, еще очень строгая мама, которая, в общем, тоже, может быть, где-то там лишний раз переборщила с жесткостью воспитания. И мне хотелось, чтобы меня все любили. Я хотела для всех быть хорошей. Я недополучила любви. Я ее сжирала вот так вот просто. А сейчас ты даешь любовь. Сейчас я даю, я напиталась уже, сейчас я даю любовь. И вот это вот эти 2 года заточения, можно сказать, я им безмерно благодарна, потому что я просто, у меня как мозги переключились на другой вообще путь. Я счастлива. Я просто стала с 2017 года я счастливая женщина. И неважно, в отношениях я или не в отношениях. Ты сейчас в отношениях? Сейчас в отношениях, да. Я, знаешь, вот буквально вот до нашего интервью, то, что я сказала, дочку позвонила, и вот слезы, вот это не он, а я подумала, что это он. Я уже поверила, а это опять разочарование. Сколько и вот ей как лет? ей 24. И вот как теперь дальше, вот плачет, и я так, знаешь, прям очень прониклась, и в конце концов, говорю, доченька, ну не всегда сразу он, а может быть, вот знаешь, вот как не потерять веру, потому что так со стороны легко, у меня другой совсем путь в моей жизни. Вот у тебя, я не знаю, вот не он, но по идее ведь Вера, она может уйти, она опять может прийти, вот ты ее сохраняешь, ты нравишься, и я уверена, что он уже вот завтра будет, а может даже сегодня вечером. Но важно в себе вот это вот держать этот маячок. Как тебе удается? Я сейчас скажу. Вот ты сейчас говорила, я, знаешь, я только что, смотря на тебя, поняла одну офигительную вещь. Ты знаешь, Юль, что важно? Каждый мужчина, который был в твоей жизни, это он. Прикольно. То есть это он. Вот в тот момент жизни, в тот момент твоего состояния, это он. Тот, который был тебе нужен. Он же все равно тебе подарил какие-то моменты счастья. В конце пришло разочарование. Но надо научиться каждого своего мужчину благодарить, потому что это был он в тот момент жизни. Просто ты поменялась, может быть, как-то, да, и ваши пути разошлись. Есть такая потрясающая книга, не помню, как называется, там притча такая была про 2 корабля. Потрясающая, вот это наша жизнь. Плывет корабль, красивый, белый, шикарный. Вдруг он видит вдалеке, плывет тоже красивый белый корабль. А ему плыть так долго, и вдруг этот корабль думает, ой, а может быть, я поплыву вместе с тем кораблем. Он подплывает
к тому прекрасному второму белому кораблю, это оказывается корабль-женщина с женским названием. И он говорит, как ты, голубка, там, давай поплывем вместе. Она говорит, ой, привет, давай поплывем вместе. И вот они плыли какое-то время вместе, плыли месяц, два, плыть им было в разные стороны. И в какой-то момент пришло время им расходиться, потому что одному нужно было плыть направо к кораблю, а ей нужно было плыть налево, чтобы доставить груз и людей, которые на этом лайнере плыли. И вот они попрощались с такой грустью и приятностью и уплыли в разные стороны. И вот он плывет и говорит, боже мой, наверное, я больше не встречу никогда такой корабль, как же мне быть, что же я лучше утону? И вдруг вот он так понимает и говорит, а почему я должен утонуть? Я буду помнить ее, потому что она мне подарила 2 месяца прекрасного путешествия. Нам было весело, нам было здорово, но я знаю, что у меня впереди еще большой длинный путь, и, может быть, я встречу еще один корабль такой. И через какое-то время этот корабль встретил еще один корабль. То есть мы корабли, и все люди, которые к нам приходят в жизнь, мужчины, будь это близкие, подруги близкие, друзья, все мы друг для друга играем определенную роль. И в тот момент жизни мы друг другу очень-очень нужны. Нужно уметь отпускать. Надо уметь принимать и уметь отпускать. Мы никто никому на этой планете не принадлежим. Ни мужчина женщине, ни женщина мужчине, ни наши дети нам не принадлежат. Это не наша собственность. Это наши партнеры, которые идут с нами по пути. И поэтому, когда уходит один партнер, нужно его благодарить, желать ему добра, даже если, может быть, как-то разошлись не очень хорошо. Желать ему добра и понимать, что его роль в моей жизни окончена. Но впереди нас ждет еще столько интересных встреч и знакомств. И надо быть к этому открытым. Я тебя спрошу, я люблю этот задавать вопрос. Вот что значит для тебя любовь? Потому что каждый человек без любви жить не может, но и не знает до конца, как будто бы, что это. Вот что это для тебя? Но мне кажется, если ты спрашиваешь про любовь с мужчиной и женщиной или вообще любовь. Вот как ты скажешь, как ты ответишь? Что для меня любовь? Ну, любовь к жизни – это для меня азарт. Потому что, мне кажется, это так азартно. Мы все здесь временно живем на этой планете. И я в азарте все время говорю, кто прописал мою интересную судьбу, может быть, это мое высшее я, мой дух. Потом мы же сами можем корректировать, да, мы же можем своими какими-то поступками, мыслями идти по разным векторам своей судьбы, которые у нас... Лучший такой Да, выбирать себе путь, выбирать сценарий, лучший да? свой сценарий, да. Но все равно вот как-то вот... А ты выбираешь лучший сценарий? Стараюсь, да. Ну, вот, если мне что-то не нравится, я стараюсь корректировать. И это так интересно, то есть мы сотворцы своей судьбы. Понятно, что я, наверное, космонавтом вряд ли стану, да, то есть надо понимать, что все равно родилась некая девочка с определенными данными, с сильным характером, симпатичненькая, с танцевальная, артистичная, значит, ну, понятно, что вряд ли я буду космонавтом, да. Скорее всего, это будет какая-то творческая профессия. В общем-то, я здесь нахожусь, но я там могу уже все равно выбирать вектора своей судьбы. И любовь для меня – это когда ты все делаешь в кайф, с азартом. Даже отношения, каждые отношения, они нас многому учат, и ты находишься в азарте. Когда тебе интересно с партнером, с твоим, вот это любовь. Когда тебе становится тошно и скучно, тут уже, наверное, саморазрушение начинается. Должно искрить. Я понимаю, что любовь она очень разная. В первые 2 года она там такая, потом в 5 лет она другая. Даже психологи говорят, я периодически нахожусь в терапии. Сейчас у меня такая интересная гештальт-психология, я сейчас тоже изучаю сама. И сама нахожусь в терапии. Вот у меня психолог, она как раз по семейным отношениям, она рассказывает, что такое гештальт-терапия, как вот строятся отношения в паре, какие они проходят испытания. Но это же всегда интересно, это же путь, который очень интересен. Когда там, где начинается скука и безразличие, вот там любви нет. Пока есть искра, вот это вот любовь. Я недавно, мама с папой в гостях, они говорят, мы 3 аккорда смотрим. Да, сейчас И я вот, в общем, куча разных шоу в твоей жизни было, есть, будет. Вот какие шоу прям твои, где ты вот кайфуешь, а какие, когда вот, немножечко надо, да, мое, то есть есть какое-то вот прям любименькое особенность всех шоу. Ты знаешь, я очень плохо отношусь к шоу, правда, там, где судят, там, где жюри. Потому что для меня это так болезненно после спорта, потому что там я каталась в танцах на льду, это такой очень спорт, где засуживают. А так, когда ты идешь уже на чемпионские уровни, там засуживают жестко, и тогда это просто, знаешь, как будто ломается вся жизнь, потому что ты так работаешь много, ты столько кладешь на этот спорт, и когда тебя
прям вот засуживают жестко. Знаешь, это такой стресс, и для меня все шоу, где судят, это стресс. И поэтому, например, те же 3 аккорда, которые сейчас вот идут, да, на Первом канале. Мама, ради бога, я ни капли не пьяна, и не одинока, и не просто влюблена. Пропадаю я, пропадаю я. Мы их снимали год назад, и я тебе хочу сказать, что для меня это тоже был стресс. Я каждый раз выходила, Стресс, меня да. вот так вот трясло, хотя все эти судьи, это мои хорошие Да, там да, коллеги, ты же вот говорила друзья, про Любовь да, Успенскую, Люба, да. там Трофим, да, там Розенбаум меня разнес, там я рыдала всю ночь, он меня Рыдала, разнес. да? Рыдала, ты не представляешь, до попадает 6 это всё? утра, ты не Да понимаешь. ладно. А Ну, как собраться, вот просто. когда Я разнес, не знаю, на рыдала? утро надо было дальше идти петь следующий номер, я И без как голоса это? спала 3 часа, вот с такими оплаканными глазами. Ну, собралась, как-то спела, он меня потом хвалил. Видимо, ему стыдно стало, что меня так разнес. Потому что было 2 часа ночи, я была последней А участницей. Михаил Шафутинский тебя там не Шафутинский меня любил, ну, потому что он такой, мне кажется, он вообще добрый, такой очень мужчина, очень прикольный. А Розенбаум такой жесткий. И он меня так разнес, там еще половину не показали, понятно, вырезали. И я прихожу домой, просто у меня слезы, слюни, мне мой говорит, ты это что? А он его очень любит, Розенбаум. Он говорит, боже, еще и Розенбаум. А. Я там на него нагоню, на этого Розенбаума. Говорю, вот он, гад какой, вот, я говорю, я пела в 2 часа ночи, я такой вижу, устала. Вот, и в общем, вот он меня там пожурил, скажем так, Розенбаум, и я просто, не представляешь, я всю ночь рыдала, и у меня была истерика, я не могла успокоиться, в итоге чуть ли у меня не начался спазм уже какой-то, потому что я аллергик, тополь тоже как раз, это было время, когда цвел тополь, я начала задыхаться, это был, ну, в общем, ужас какой-то на таблетках, на каких-то валерьянках, я кое-как поспала и поехала на следующий день дальше сниматься в этом шоу. Было сложно, поэтому для меня это вся большой стресс после спорта. Это как, знаешь, как для меня как триггер. Я словила триггер на судействие. Я все-таки хочу сейчас вот в будущее посмотреть. Как ты себя видишь вот через 10-15 лет? Вот прям помечтать по такому, как это, широкому гамбургскому счету. Да. Слушай, я Прям очень хочу не сделать отказываюсь. психологическое шоу, такое очень крутое. Вообще я хочу немножко сейчас уйти в психологию, может быть, в помощь женщинам, которые в этом нуждаются, потому что у нас так много женщин, которые терпят абьюз, так много женщин, которые позволяют собой обращаться так, как не должно обращаться с женщинами. Мне очень хочется поддержать таких женщин, помочь им, чем смогу, своим примером, не знаю, интервью, что-то. Я сейчас вот такой кейс хочу собрать. Мне кажется, что я вообще могу ездить не только с концертами по городам, а вот с какими-то даже лекциями. И, может быть, лет через 5 заняться вот такими поездками, какие-то, может быть, какой-то такой вот большой клуб в России сделать женский, чтобы вот помощь девчонкам, которые в этом нуждаются. Я очень хочу заниматься бизнесом. Я что хочу именно? что-то, Где ты себя опять я видишь? хочу делать все для женщин, я хочу что-то делать для женщин, может, не знаю, там что-то, какую-то уходовую косметику, недорогую, которую может позволить себе каждая женщина, но она будет хорошая, качественная, классная. Может быть, шить какую-то линию одежды для женщин Ты уже с ведь пышными... начала. Да, пока начала белье сейчас, Да. да, как бы вот в коллаборации. А где Сейчас можно купить, хочешь, там на расскажи. Wildberries Да. везде есть, да, ссылки я постоянно Мы там выкладываю. приложим тоже. Спасибо, да, красивые купальники именно для женщин и с большой, и не совсем с большой грудью. Просто красивое, Просто удобное красивое, белье. удобное купальники и белье, которые И хорошо купальники. поддерживают грудь. Потому что я просто, так как я очень много гастролирую по России, я понимаю, что у нас женщин очень много с большой грудью. И таких, знаешь, худых с модельной внешности девчонок очень мало на самом деле. Ведь жизнь, она немножко другая. Все такие пухленькие, хорошенькие девчульки с попочками, с сисечками. И вот им надо где-то одеваться наряды, хорошо. вот платьица, И да, наряды, да, где-то что-то подскрыть, где-то стильные, что-то да, показать. Что любая да. женщина может быть красивой, неважно, Русские же какой у нее женщины вес. такие красивые, платья прям Конечно. показаны. Конечно, то есть вот что-то хочется вот туда. Мгм. Ну, конечно, не забрасывать творчество, потому что это моя, ну, как не знаю, подпитка, мне это, я обожаю концерты, я очень круто выступаю, там, на корпоративах, веду, я отдаю энергию. Падают на асфальт цветы, в небе словно дым. Вместе Тут недавно тоже был корпоратив, ко мне подошли заказчики, говорят, боже, какая у тебя энергия, ты вышла, и просто все вот так вот сидят и питаются от тебя этой энергией, танцуют.
Просто уже от них еще там 2 концерта уже гости забронировали меня там на свои какие-то дни рождения, праздники. То есть обязательно, потому что мне это нравится, я очень люблю людей, я обожаю общаться со сцены с людьми, дарить им позитив, танцы, шманцы, они меня все танцуют, все веселятся на моих концертах. И вот этот вот, знаешь, искра вот этой юмора очень к ним попадает в сердечко. Поэтому я очень хочу заниматься всем, конечно же. Но и также я, конечно, хочу все-таки испытать счастье материнства, стать мамой, создать свою семью и поработать в этом направлении, потому что я всегда, мне как-то личная жизнь, это была так немножко второстепенная, вся были мужчины, а сейчас уже хочется туда углубиться. Я уже набралась этой мудрости женской, вот этой манкости, вот как сделать так, чтобы мне было хорошо рядом с мужчиной, как мужчине, чтобы было хорошо рядом со мной, потому что если раньше мне что-то не нравилось, я сразу говорила: пока, малыш, пока. Все, иди. То есть я не, скажем так, не пыталась сохранить эти отношения, потому что было этих женихов, он вот так вот, господи, любого бери. Вот. А сейчас я хочу по-другому выстраивать свою жизнь, я хочу стать настоящей женщиной. Ведь настоящая женщина не та только, которая состоялась там в карьере, а как раз настоящая женщина, которая состоялась и в личной жизни, и в карьере, и в материнстве, и во всем. Какие критерии тебе вот в мужчине важны, чтобы ты могла назвать его вот да, это будет моим избранником? Я ему не скажу пока, я готова себя чуть-чуть это придержать, мудрость свою включить. Вот да. Что это вот такие, знаешь, не бывает же, как мой муж говорит: Юля, надо всегда пакет брать. Не бывает вот это, я вот это положу, вот это, то есть в пакете. Но там есть какие-то принципиальные вещи, а с остальными ты так. Вот какие твои принципиальные? Вот я вся знаю, что надо выбирать себе мужчину на жизнь, того, с которым ты можешь смириться с его недостатками. Вот. Потому что положительные качества, понятно. А какие для тебя супер важны качества положительные, которые позволят тебе смириться с недостатками? Что там Мне нужно, обязательно? чтобы он был за меня горой, чтобы вот он был моей опорой, чтобы он был с чувством юмора обязательно, чтобы он был образован, потому что мне нравятся умные мужчины, мне нравятся мозги в мужчинах, чтобы он был интересен прежде всего, потому что мне самой собой очень интересно. Да зачем мне мужчина, если мне с ним не интересно? Мне должно быть с ним интересно, чтобы он меня не ломал. То, что очень многие мужчины хотят меня подсадить под колпак и переломать, знаешь, вот эту вот. То есть они летят на мою красивую, яркую картинку, потом им часто со мной становится тяжело, потому что я высокую планку держу сама о своей жизни, и им приходится тоже брать высокую планку, ну, потому что мужчина же должен быть наравне, как минимум, а то и выше своей женщины. И многие с этим не справляются, им становится плохо. Я помню, с одним мы расставались, и он мне такой сказал фразу: фу, слушай, так хорошо, что мы с тобой правда расстаемся, ты знаешь, потому что, да, потому что, говорит, раньше, говорит, в компании всегда я был такой вот царь и бог, да, я был царь и бог, а сейчас в компании ты царица, и все вот: ой, Аня пришла, ой, Анечка, садись, все друзья от меня там его в восторге, а его как-то вот, его корона немножко... Очень мудрый мужчина. Мудрый мужчина, может быть, даже немножко тщеславный, потому что иметь такую женщину нужно иметь тщеславие. Конечно. Но только не такой трофей с себе, не да? перебором. Знаешь, когда тщеславие с перебором, Да. этот петух, который распушил хвост, и вот это ходит, трясет. Нет, чуть-чуть тщеславный, слегка. Вот, но... И очень любящий, очень любящий, да, это Самое правда. главное. И принимающий меня такой, как есть. Потому что, ты понимаешь, не каждый человек может обладать таким ярким бриллиантом, как я. Я адекватно яркий бриллиант. Очень красиво. И понимаешь, кому-то может обжечь ладошку этот Да. бриллиант. А нужен такой мужчина, который так вот его положит и будет вот так вот дуть на него. И кайфовать, любоваться Не, вот ну этим я бриллиантом уверена, и что кайфовать. ты еще та женщина, которая даст этому мужчине силу, Много, и да. это ж все будет взаимно, поэтому тут просто как это корабль. Да. Окей, тогда вот, собственно, в будущее посмотрели, вот мужчина, определенный уже образ нарисован. И я, знаешь, вот к этой картинке, мы-то ведь уже с тобой по поводу расслабления, прям уже Да. все. И вот эта вот история с расслаблением в будущем, вот как она во всем этом, вот ты, ну, какие такие для себя, может быть, видишь там приятности, может быть, минутки, вот я сейчас даже в сторону скорее каких-то твоих личных хобби, ну, помимо изучающей там литературу вот для себя психологически вырасти, вот что-то другое просто, вот, чтобы расслабиться, вот что ты делаешь в этом будущем? Ой, ты знаешь, что я очень хочу
маленький домик где-нибудь на берегу моря. Я рыба по знаку, я Мгм. так люблю воду. Мне нужен водоем. Мгм. С глазками смотреть на водоем. Озеро, речечка, вот вода мне нужна. Мгм. Вот какой такой домик, знаешь, солнышко. Очень хочу бассейн на улочке, знаешь, шезлонги. И мне кажется, я буду каждое утро выходить так с чашечкой кофе, которую я сама сварю, так ложиться на шезлонг, подставлять мордашку солнышку и так, знаешь, пить кофеек. И вот просто полчаса, чтобы меня никто не трогал, просто медитировать. Очень я люблю животных. Я очень хочу дом и собак, чтобы были собаки. Вот. И я безумно хочу опять вернуться к дайвингу. Потому что дайвила раньше, а сейчас забросила, честно говоря, эту историю. Мне очень нравится дайвинг, может быть, понырять с акулами, что-то такое немножечко испытать прикольное. И я бы с большим удовольствием, знаешь, вот для себя занялась гольфом. У меня сейчас моя близкая подруга, ее сын, у меня мой крестник Ванька, занимается гольфом. И я один раз приехала, такое зеленое гольф-поле, такие красивые мальчики и Ой, девочки да. ходят. Ты знаешь, и вот такой классный спорт, он не напряжный, знаешь, он не на износ, Да. потому что Но на очень износ, такая да, на износ концентрация, мне интересно. хватило 20 лет Мгм. просто на износ пахать. Мгм. А тут такой, знаешь, эстетика, такой Да. кайф, посидеть, попить кофейку, чайку, Согласна. поболтать, бокальчик Люди, просекко. опять же, классные. Люди да. классные. В гольф поиграла, вот это вот так все так мило и приятно. Вот, наверное, вот так бы я хотела. Вот я тебе эту картинку, я ее уже вижу сама. И там еще и детки кричат, и там Да, бегают детки, тоже лужайка, играют, и природа. тоже играют в гольф, понимаешь, вот они, так мамочки с мамочками сидишь, так, молодец, какой красивый удар, и продолжаешь дальше о своем, о И девичьем. то такой звонок дзынь в дверь, а я захожу, говорю: Ань, мы договорились об интервью. Да, И ты такая на этой лужайке, садись. давай, на тут и лужайке, поболтаем тут и на поболтаем. лужайке, на зеленой. Анечка, спасибо тебе большое. Я узнала, собственно, вот для моего авторского проекта «Законы жизни» тут, каждый там 5 минут звучал определенный этот закон жизни. И высшие законы, и обыкновенные вот эти вот базовые, когда ты уважаешь, когда ты там проявляешь свободу воли свою, и закон баланса, равновесия, который ты навела. В общем, полная коллекция. Мгм. Это так приятно, когда вот устами известного человека, который прошел свой путь и познакомиться с твоим взглядом на жизнь. И вот все это лишний раз как будто для меня подтверждается. Спасибо тебе большое за вот это вот такое путешествие с тобой по твоей жизни и наблюдение, вот опять же, что это универсально, правила едины. И я очень хочу, чтобы вот благодаря нашей сегодняшней беседе люди, которые слушают, твоя огромная аудитория поклонников, вот как-то смогли чуть-чуть сделать что-то легче, привнести в свою жизнь, чтобы жить легче, жить, как-то, может быть, более какой-то такой хорошей жизни, радостнее. чуть-чуть Да, жить, вот да. спасибо за слово, люблю радость, поймешь почему. Вот, у меня есть такой всегда как-то вопрос, который задаю в конце интервью. Вот, допустим, интервью пользуется большой популярностью, проходит много-много лет, смотрят там дети детей, вот, и есть 20 секунд, чтобы вот сказать вот от себя что-то важное, что ты вот поняла, может быть, даже вот сейчас во время интервью, может быть, что-то родится в моменте. Вот поделись вот этими 20 секундами твоей С мудрости. удовольствием. Я, знаете, что хочу сказать всем, кто нас смотрит сегодня, если вы попали сюда на этот канал, на это интервью, значит, вам оно очень нужно. В этой жизни все только так работает. Я скажу об одном законе, который вам облегчит вашу жизнь. Замечайте в своей жизни хорошее. Потому что мы можем зацикливать наш фокус внимания на негативе, а на позитиве. Вот, например, да, что-то случилось, там пошел, подвернул ногу, вот это вот ты думаешь, гоняешь эту мысль, или там облился кофе, или что-то там, кто-то тебя машина ехала, облял, и вот ты крутишь вот этот негатив. Надо сразу говорить себе стоп, негатива нет. Посмотреть в сторону, сказать: боже, сегодня солнышко, как же мне хорошо, как солнышко греет мое лицо. Позвонила подружка, ой, поболтала, класс. То есть вот мы замечаем не плохое, что с нами происходит, а хорошее, потому что с нами происходит только то, на что направлена наша энергия, наш фокус внимания. А нашим фокусом внимания мы можем управлять. Как только вы чувствуете, что вы видите плохое вокруг себя, сразу говорите: стоп, плохого нет, развернулась, все, вижу хорошее. Вот там, не знаю, сегодня вечером встреча там с девчонками, или вечером встреча с свиданием. Это же хорошо. Ой, как хорошо, все, я такая классная, у меня сегодня то все. В общем, мои дорогие, могу об этом говорить часами. Просто отрицаем негатив и притягиваемся позитив. Замечаем хорошее, и наш фокус внимания только на добро. Я всем желаю любви, радости и счастья. И пусть будет в вашей жизни так, как вы этого хотите. Закон притяжения к себе. Так, есть подарок. Ого! Анечка, я не любительница вообще вот этой темы, я как-то так себя даже
ощущала вот Ты этим уже написала человеком. книгу, Книга это моя радости. мечта. И я ее подписала тебе в память о нашей встрече. Спасибо. Вот я вообще считаю, что Спасибо. без радости жить невозможно, а радость это и есть Бог, а Бог и есть радость. Радость, да. Поэтому я это желаю правда. тебе вот это вот чувство, с этим чувством жить, с Богом жить, и чтобы все, что ты хочешь, у тебя получалось легко, с радостью. И спасибо, что ты даришь такой свет людям. Поеду Это сейчас всё отдыхать на столько- неделю, буду читать эту книгу. Знаешь, Она очень у меня после простая. нашего интервью просто мурашки. Ты представляешь? Я так люблю. И спасибо тебе огромное, что ты ведешь такой контент крутой, что ты делаешь это для людей, которые очень нуждаются в этом. В Да. трудные минуты жизни очень нуждаются в Мы таких вместе это крутых делаем. проектах. Ну, я такой есть гость всего лишь в твоем шоу, и классно, что ты вот такое делаешь.